Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас очередной урок для тех, кто не любит пересматривать прямые эфиры. Ну и в принципе даже для тех людей, кто любит присутствовать в моих прямых эфирах, этот урок будет полезным повторением. Потому что это мы делали уже давным-давно, все об этом забыли, а перед Новым годом вполне себе вовремя будет об этом вспомнить. Почему? Потому что вот такие вот штучки вы можете сделать в подарок своим клиентам. Сегодня мы с вами будем делать кольцо из ногтевых материалов, в данном случае из геля с акриловой лепочкой. Что нам для этого нужно? В первую очередь на самом простом листе бумаги я расчерчиваю себе будущую форму своего кольца. В данном случае форму я выбрала вот такую вот интересную, она будет состоять из нескольких частей, поэтому я их себе вычерчиваю, размечаю все, где у меня будет гель, где у меня останется пустое пространство, и потом уже по чертежу мне будет намного проще работать. Готовый чертежик я вырезаю из бумажки и кладу на свою стеклянную палитру. Почему именно стеклянная? Потому что мне нужно, чтобы ультрафиолетовое излучение проходило как сверху сквозь материал, так и изнутри. Это облегчит просыхание моего гелевого объема. Ну а пленочка, которой я обтягиваю эту палитру, это обычная пищевая пленка. С нее гель потом очень легко отделится. То есть мне не нужно будет прилагать никаких усилий для того, чтобы отделить свою заготовочку от поверхности. А теперь переходим непосредственно к созданию нашего кольца. Обратите внимание, это колечко я делаю к своим ноготочкам. И дизайн на колечке и аквариум на моих ногтях будут перекликаться. В принципе, даже не будут перекликаться, а это один и тот же дизайн. Первым делом, ориентируясь на чертеж, я прозрачным гелевым материалом прокладываю основу будущего своего кольца прозрачным гелевым материалом. Здесь внимательно слежу за тем, чтобы толщина геля была приблизительно везде одинаковая и чтобы у меня полностью были закрыты те моменты, которые мне необходимы. После того, как мы хорошенечко в лампе просушили первый слой нашей заготовочки, переходим непосредственно к созданию своего дизайна. В данном случае наносим тоненько прозрачный гель и на него фиксируем наши камифубуки и вот такие вот блестящие пайеточки. Далее белым гелем создаем прожилки. То есть в данном случае мы обводим вокруг своих кружочков и пайеточек какую-то непонятную линию белым гелем. В данном случае, чем непонятнее линия, тем интереснее получится. Нам нужно, чтобы у нас сохранились и пайетки, чтобы был прозрачный фон и чтобы получились белые прожилки. Далее после сушки затираем нашу поверхность пигментами. В данном случае пигмент у нас на белой основе будет смотреться по одному, на прозрачной основе немножечко иначе. Поэтому у нас получится ощущение, как будто пигментов в работе использовано несколько. После того, как мы подхватили свой пигмент в лампе, убираем кисточкой излишки и перекрываем слоем прозрачного геля. То есть у нас получается тот же самый аквариумный дизайн, который бы мы делали на ноготках.
После того, как мы просушили еще слой геля, промазываем тоненько прозрачечку и на мокрую прозрачку добавляем еще уровень блестящих пайеток. И вот теперь уже окончательно запечатываем свой дизайн, следим за тем, чтобы поверхность у нас была максимально ровненькая. Но даже если ровно совершенно не получится, то мы будем все равно все это опиливать. Поэтому здесь мы стараемся проследить за тем, чтобы было бы максимально ровно, но если не получается, ничего страшного. После просушечки внимательно снимаем липкий слой и переходим непосредственно к опилу. Что нам нужно? Нам пилочкой необходимо поправить грани своего колечка, то есть вот весь материал, который вышел за пределы нашего чертежа. Потому что гель все-таки текучий материал, и он, конечно же, течет туда, куда ему хочется, и не туда, куда нам надо. Поэтому берем пилочку, берем фрезер и опиливаем все до той кондиции, которая нам необходима. Но опиливать, к сожалению, я буду за кадром, потому что на камеру в данном случае пилить совершенно невозможно, потому что не видно и потому что очень боязно сломать свою заготовочку. Завтра же я вам покажу дизайн на эту заготовку из объемных акриловых розочек. Именно таких розочек, которые вы видели у меня на пальчике. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.